Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю настолько вкусные шоколадные трюфели с черносливом и грецким орехом, что эти шоколадные конфеты будут уплетать не только дети, но и взрослые. Остановиться перед такой вкуснятиной очень сложно, учитывая, что все продукты подобраны в гармоничном сочетании в нужных пропорциях. А принимая во внимание, что это категория низкоуглеводного изделия, вы можете не переживать за свой инсулин и радоваться яркому вкусу шоколада в сочетании с черносливом, орехами и шоколадного ганаша на сливках. Друзья, все особенности рецепта, также мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В сотейник со сливками, установленный на слабом огне, всыпаю эритритол. Перемешиваю, чтобы эритритол полностью растворился в сливках. При желании можно подсластить или вообще не добавлять, если хотите не слишком сладкие трюфели. В горячие сливки добавляю сразу весь шоколад. Перемешиваю, чтобы шоколад полностью растаял и получился однородный шоколадный ганаш. Все особенности по шоколадному ганашу я указал в рекомендациях. Друзья, если вам нравятся мои рецепты, прошу поддержать канал, поставить лайк и написать отзыв, а при возможности поделиться рецептом в своих социальных сетях. Таким образом, вы не только продвигаете канал, но и мотивируете меня и дальше публиковать проверенные и стабильные рецепты на канале Сладкий Мастер. Шоколадный ганаш готов, он однородный и гладкий. Чернослив разрезаю на мелкие фрагменты острым ножом. Друзья, на канале есть очень вкусные шоколадные конфеты, чернослив в белом шоколаде, из которых можно формировать подарочные наборы или делать в качестве декора на торты. Грецкие орехи необходимо также размельчить на мелкие фрагменты. Я обычно использую скалку, вы можете измельчить в блендере или ножом. В шоколадный ганаш добавляю грецкие орехи и чернослив. Перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Выкладываю весь шоколадный ганаш с начинкой в отдельную емкость. Убираю в холодильник минимум на 7 часов. После охлаждения порциона столовой ложкой набираю шоколадный ганаш и сразу начинаю накручивать шоколадные трюфели из шоколадной массы. Рекомендую работать в темпе, чтобы шоколадный ганаш меньше нагревался при соприкосновении с руками. Размер и вес шоколадных трюфелей делайте на свое усмотрение. Я люблю шоколадные конфеты крупные, поэтому набираю большую порцию столовой ложки хорошей горкой. Убираю шоколадные трюфели в холодильник еще на 15 минут. Дополнительно обсыпаю шоколадные конфеты какао-порошком, чтобы придать завершенный вид. Шоколадные трюфели получились очень вкусные и нежные, с ярким и насыщенным вкусом шоколада. В сочетании шоколадного ганаша с черносливом, грецкими орехами они поднимают настроение и повышают уровень дофамина для всех сладкоежек и в особенности любителям шоколада. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.